Мечеть Сулеймания. Мечеть Сулеймания – самая большая из ныне действующих в Стамбуле мечетей на европейской стране, возраст которой более 450 лет. На сегодняшний день мечеть активно посещают не только верующие, но и многочисленные туристы, желающие своими глазами увидеть это чудо архитектуры. Здесь перед намазом правоверные мусульмане моют ноги, чтобы зайти с чистыми ногами и молиться. Это наш гид. Наушники у меня были сегодня, к сожалению. Я спросил, это легче для меня, но что можно делать? Да не дают. Так, и сейчас все собрались. Вот это комплекс Сулеймания. Люди, любящие сериал «Великолепный век», стремятся попасть сюда, ведь во дворе мечети находится кладбище. Здесь в двух соседних мавзолеях покоится сам Сулейман и его любимая жена Хюррем Роксолана с их дочерью Мехримах, а также сам архитектор Мемар Синан. Несмотря на то, что при слове Сулеймании обычно вспоминают мечеть, это название большого архитектурного комплекса, в который входят бани, большая библиотека, караван-сарай, больница, лазарет, 6 школ, дом для умалишенных, медресе и кухню, на которой бесплатно кормят неимущих людей. Комплекс находится в районе Стамбула Эминению. В 1550 году Сулейман Великолепный приказал начать строительство крупного храма, который пожелал назвать в свою честь. Подготовить проект мечети доверили зодчему Мемару Синану, и его же назначили руководить работами. За основу Синан взял храм Святой Софии, но поставил себе амбициозную цель обойти храм-исходник по размерам и по убранству. Строительство храма затянулось на целых 7 лет, что постоянно волновало Сулеймана и вызывало его недовольство. Первые 3 года строился 7-метровый фундамент, и около года он был цистерной с водой, что было в то время ноу-хау в строительстве. Кирпичи, из которых строилась мечеть, соединяли с помощью железных скоб. После все это заливалось расплавленным свинцом. Конструкция купола облегчена, сделана из специальных легких кирпичей. В его строительстве принимало участие более 3000 человек, включая мастеров и их помощников. И в 1557 году Сулеймания наконец было достроено. Синану предоставили честь взять в руки золотой ключ от ворот в день ее открытия. Тогда же архитектор произнес знаменитую фразу «Эта мечеть будет стоять вечно». Такая уверенность была обусловлена тем, что Сулеймане строили заведомо на века, ведь в районе мечети нередко случались землетрясения, и здание было спроектировано и построено так, чтобы выдержать их. За 450 лет местность подверглась сильнейшим землетрясениям, оцениваемым в 7 баллов. 4 высоких минарета являются символом того, что Сулейман был 4-м султаном, правящим после завоевания Константинополя. Ну а 10 балконов на минаретах напоминают о том, что султан Сулейман был 10-м султаном Османской империи. Хасан Челби расписывал мечеть, покрыв стены интересными узорами и надписями. Красиво выглядит сочетание мрамора с витражным стеклом, также присутствующим в мечети. Это нужно увидеть собственными глазами. Как и в Ай-Софии, в Сулеймании 4 минарета, но строение купола отличается. В мечети 168 окон. 136 окон располагается по периметру здания и 32 в куполе. Благодаря этому люди, входящие в храм, попадают в лучи света, как бы падающие прямо с небес. А купол кажется бесконечно большим, хотя его высота вполне определена – 61 метр. Длина мечети составляет 63 метра, ширина – 60 метров. Вечером сооружение освещает люстра, в которой теперь находятся сделанные под старину лампочки вместо изначальных свечей. Если приглядеться, то можно увидеть страусиные яйца, украшающие люстра. Считалось, что они отпугивают насекомых. Существует легенда, согласно которой Сулейману кто-то донес, что Синан не занимается своим делом, а отдыхает и курит наргиле, кальян. Затянувшись строительство мечети так гневило султана, и эти слухи стали последней каплей. Сулейман самостоятельно отправился на место строительства, чтобы увидеть, как продвигается работа. Придя к месту строительства, султан и правда увидел Синана, сидящего посреди здания с кальяном в руках, но запаха табака не почувствовал.
Выяснилось, что архитектор просто булькал водой, тщательно проверяя акустику в Сулеймании и прислушиваясь к тому, как хорошо звук распространяется по помещению. Сулейману очень понравилось увиденное, и Синан спокойно продолжил работать над строительством. Говорят, что персидский шах, недруг Сулеймана, прислал султану ларец с драгоценностями. Таким образом, он намекал на то, что настоящая причина столь затяжного строительства – нехватка денег в казне. Сулейман, задетый этой насмешкой, при свидетелях часть драгоценностей раздал на базаре, а другую часть просто высыпал в фундамент одного из минаретов. По другому мнению, камни пошли на украшение На минарета. ваше сведения, больше, конечно, христианство и ислам мне рассказывал. Здесь, в Стамбуле, 3300 мечетей есть. А всего в Турции 124 тысячи мечетей есть. В Стамбуле есть 90 христианских церквей, 17, конечно, католические, остальные ортодоксальные церкви. В Стамбуле есть 22 синагога, есть, конечно, 35 армянских церквей. Вот как его время жили, примерно, во время Римской и Византийской империи жили турки, калмуки, коренные турки. Это турки-калмуки, которые воевали против армии Фатих Мехмета. Сегодня, конечно, есть очень много греков, очень много армян, очень много дружбы. Что надо? Нам надо, прежде всего, как сказал Иисус Христос, вера, любовь и надежда. Больше ничего не надо. Это политика надо оставить. В сторону, конечно, философии есть. А это просто там Коран. Сейчас нет. Как нет? Коран. Вот здесь, потому что есть маленький Коран и большой Коран. Поставили. Чтобы попасть на смотровую площадку Сулеймании, нужно обойти мечеть слева от входа. Вы просто должны найти то место, с которого виден Босфор и Золотой Рог с высоты птичьего полета. Это самое популярное место для фотографий. Тут активно делаются только туристические фотографии. Люди почти что стоят в очереди для того, чтобы запечатлеть себя на фоне панорамного вида. Впереди у нас еще много интересных путешествий. Не болейте, не кашляйте. До новых встреч. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал путешествий русского мужика.